Многие люди и сегодня относятся к теме существования пришельцев с выраженным скепсисом, считая многочисленные рассказы о встречах с ними выдумками, результатом массового самовнушения или следствием редких оптических и психологических эффектов. Однако сама вероятность наличия внеземных цивилизаций способна полностью перевернуть устоявшиеся представления о Вселенной и месте человека в ней, ведь в таком случае человечеству пришлось бы признать, что разумная жизнь не является уникальным и исключительным явлением, возникшим лишь на одной планете, а может существовать в самых разных формах и условиях. В представленном документальном видео собраны наиболее масштабные, насыщенные деталями и вызывающие наибольшее количество вопросов эпизоды, зафиксированные в различных частях мира при обстоятельствах, которые не удалось убедительно объяснить с точки зрения современных технологий, известных летательных аппаратов или природных процессов. Одним из таких случаев стало наблюдение в английском Шеффилде, где местный житель сообщил, что его основной смартфон внезапно перестал реагировать на любые команды именно в тот момент, когда в небе над задним двором появился бесшумный дискообразный объект с идеально плавными обводами и тусклым равномерным свечением вдоль краев. При этом запись, сделанная на старый телефон, показала размытый, но достаточно узнаваемый силуэт, сильно напоминающий классическую летающую тарелку из научно-фантастических описаний. Еще более тревожный и пугающий эпизод произошел в перуанском городе Пуна, где с небес рухнул крупный металлический предмет крайне необычной конструкции, состоящий из множества тонких трубок, соединенных между собой и образующих сложную кольцевую систему. Причем само падение сопровождалось мощным грохотом, вибрацией Земли и густыми клубами дыма, а официальные космические агентства заявили, что в тот момент не осуществлялось ни запусков, ни аварийных сходов аппаратов с орбиты. При этом форма и материалы находки не соответствовали ни одному известному земному устройству. В пустынной местности один из туристов стал свидетелем появления в небе четкой геометрической фигуры, полностью повторяющей форму египетской пирамиды. И, по его словам, пропорции объекта были настолько идеальными и симметричными, что он сразу исключил возможность миража или оптической иллюзии, тем более что объект оставался абсолютно неподвижным в течение нескольких минут, после чего исчез столь же внезапно и бесследно, как и появился. В Шотландии местный житель снял группу светящихся шаров, которые медленно и синхронно перемещались по небу без какого-либо слышимого звука, будто следуя единому алгоритму, а затем один за другим начали угасать и в итоге полностью растворились в воздухе, не оставив ни вспышек, ни дыма, ни каких-либо следов. В одном из регионов Мексики мужчина запечатлел объект, напоминающий по форме обычного воздушного змея. Однако он висел в воздухе в полной неподвижности, не реагировал на порывы ветра и не был закреплен ни одной нитью или тросом, что вызвало бурные дискуссии и споры среди пользователей сети, пытавшихся найти рациональное объяснение происходящему. В японской Сидзуоки 10 сентября 2009 года очевидцы заметили в небе несколько ярких огней, появлявшихся ровными и упорядоченными группами, а уже на следующий день регион пережил сильное землетрясение, за которым последовало разрушительное цунами, после чего жители начали связывать эти два события между собой, выдвигая самые разные версии. Однако официальных комментариев о возможной связи так и не последовало. В Нью-Арке, штат Нью-Джерси, случайный свидетель снял на видео странный светящийся шар, который медленно опустился к поверхности дороги, завис примерно в полуметре над асфальтом, некоторое время двигался хаотично, словно изучая окружающее пространство, а затем резко взмыл вверх и исчез в небе, оставив общественность без единого убедительного объяснения.
В мексиканской глубинке другой очевидец наблюдал неподвижный яйцевидный объект с абсолютно гладкой и зеркально отражающей поверхностью, который висел в воздухе около 7 минут, после чего плавно и бесшумно ушел в сторону гор, не издав ни малейшего звука. Одним из наиболее детализированных и визуально четких случаев стало наблюдение в Найроби, Кения, где видеорегистратор автомобиля зафиксировал идеально круглый металлический диск с рифленой окантовкой и округлыми иллюминаторами, пролетевший на малой высоте прямо перед машиной, после чего объект внезапно ускорился и исчез среди деревьев, а независимые специалисты подтвердили отсутствие следов монтажа или цифровой подделки. Не менее странным оказался эпизод в аргентинской Санта-Крус, где гигантское плотное облако с четко очерченными границами и внутренним мягким свечением висело абсолютно неподвижно почти 50 минут, несмотря на сильные порывы ветра, после чего начало медленно растворяться, а спустя несколько дней сотрудник военно-морской базы США сфотографировал аналогичное явление, что вызвало дискуссии о возможной связи с ранее зафиксированным входом в атмосферу 3 крупных неопознанных объектов. В Калифорнии водитель заметил идеально круглый объект золотистого цвета диаметром около 15 метров, зависший на высоте примерно 250 метров, и Национальный центр атмосферных исследований исключил версии о метеозонде, дроне и оптическом эффекте, оставив этот случай без объяснения. В Лас-Вегасе цепочка событий началась с появления яркого зеленого шара, который стремительно приближался к Земле и сопровождался мощной вспышкой, а вскоре подросток сообщил о наблюдении 2 гуманоидных фигур ростом более 2,5 метров с удлиненными телами и крупными глазами, однако прибывшие на место полицейские не обнаружили никаких следов. В Техасе в течение одного дня произошло сразу 2 независимых эпизода. В первом случае очевидец увидел дискообразный объект, движущийся над деревьями, а во втором был замечен аппарат с вытянутыми верхней и нижней частями и вращающимися вокруг центра огнями. Причем в момент, когда из нижней части вырвался яркий луч света, в окрестностях на несколько километров произошли перебои мобильной связи и электроэнергии. В пустыне Невады мужчина обнаружил разрушенный объект, напоминающий место крушения неизвестного аппарата, вокруг которого кружили несколько светящихся сфер, двигавшихся по сложным траекториям без малейшего звука. При этом полиция отказалась выезжать на место происшествия. В 2024 году в Аризоне туристы наблюдали классическую летающую тарелку, медленно парящую над песками пустыни Сонора. На нижней части диска открылся люк, из которого вышла гуманоидная фигура, после чего сам аппарат с колоссальной скоростью взмыл вверх, а существо вскоре исчезло из поля зрения. В горах Невады другой очевидец видел крупный треугольный объект с четкими очертаниями, зависший над вершиной горы, и спустя несколько минут из его центра вырвался узкий яркий луч, похожий на сканирование местности, после чего объект мгновенно исчез. В районе Сидар-Хилл, штат Техас, очевидцы наблюдали зеленые светящиеся огни, формировавшие идеальный круг в небе и неподвижно висевшие над деревьями, прежде чем погаснуть одновременно и оставить небо абсолютно пустым. Во время полета над Бристольским заливом экипаж военного самолета зафиксировал на тепловизоре яркий круглый объект, полностью невидимый для человеческого глаза и не отображающийся ни на одном радаре, что вызвало серьезные споры среди специалистов. В Сан-Антонио, штат Техас, 3 светящихся шара двигались в синхронном строе, периодически замирали, меняли яркость и затем исчезли одновременно, оставив свидетелей без каких-либо объяснений. И, наконец, в пустыне Сонора туристы вновь стали очевидцами дискообразного аппарата, из нижней части которого вышло гуманоидное существо, в то время как сама тарелка улетела с невероятным ускорением. При этом видеозапись оказалась размытой,
и не позволило экспертам прийти к окончательному выводу. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.